Я верю, что у нас, у болельщиков футбольного клуба КамАЗ, обязательно исполнится мечта о Лиге чемпионов. Всем привет, дорогие друзья! С вами КамАЗ ТВ, и сегодня в программе Мяч ТВ у нас особенный гость, один из главных интервьюеров страны, Юрий Дудь. Мяч ТВ? Всем привет. Юра, спасибо большое, что согласился на беседу. Что ты делаешь в Нижнекамске? Я прилетел на конференцию, которая, если я ничего не путаю, ввиду 3 часов сна называется Media Proof. Классный аккомпанемент нашего разговора. И там собираются люди, которые будут друг другу рассказывать про то, как живет и чем живет профессия журналиста и вообще современной медиа. Мне всегда казалось, что смысл проведения таких конференций, он очень странный в современной России. А этих конференций сейчас полно. Я примерно от 70 отказался только на эту осень и зиму. И на лето еще. Вот, она не проходит, то собираются люди, и как невероятный поклонник Татарстана, а я очень люблю Татарстан, ну, может быть, не саму республику, а людей, которые здесь живут, и я, в общем, решил сюда приехать, и, надеюсь, отлично проведу эти полдня. Я так понимаю, такие предложения часто поступают? Да. И как тебе нравится ощущать себя в роли лектора или человека, который делится своим опытом? Я поэтому всем отказываю, почти всем отказываю, с одним стандартным, универсальным, но абсолютно искренним спичем, что мне не хочется превращаться в теоретика, мне хочется оставаться в практике, поэтому я строго дозированно отношусь к тому, что к своим проповедям, к тому, чтобы выходить и рассказывать, как все должно быть устроено, как надо обустроить Россию и как надо обустроить нашу профессию, умирающую, а может быть уже и даже погибнувшую. А с чем связана твоя любовь к Татарстану? Здесь такие девушки. Мне нравится то, что здесь смешение культур. Мне очень нравится то, что в России есть как минимум одно очень большое место, где два абсолютно разных народа, две абсолютно разных конфессии могут уживаться мирно, классно и, в общем, сочетаться во всех смыслах. Ну и, думаю, не мне тебе рассказывать, что когда кровь смешивается, то получается довольно красивые люди, особенно если речь идет о девушках. И мне просто рвет голову от татарочек. Я очень рад всегда с ними видеться и отправлять им воздушные поцелуи. Хорошо, касательно канала и твоей профессии. Да. У тебя был какой-нибудь пример, на который ты равнялся? То есть эталон в плане журналистики? Эталон в плане журналистики? Когда-то, в какой-то период времени, наверное, он бывал. Разумеется, один из лучших примеров медиа, который происходил в истории Руси, это программа «Намедни». Добрый вечер. В прямом эфире НТВ программа «Намедни», и я, Леонид Парфенов. Первая половина нулевых, когда телевидение еще было либо свободным, либо относительно свободным, а Леонид Парфенов находился в фантастической форме, открывая миру невероятно крутых репортеров. «Намедни» собственно, первые годы нулевых, это просто супер, и я до сих пор помню, как мы учились на журфаке, и абсолютно главным, безоговорочным кумиром в ремесле был именно Леонид Парфенов. И тогда я был невероятно аполитичен, но тем не менее был ровно 1,5 часа в неделю, когда я ждал того, чтобы в телеке началась программа, где будут много говорить про политику. Там не только про политику было, но тем не менее я ждал «Намедни», и мне было просто очень кайфово. Ты ожидал, что займешь нишу одного из самых популярных интервьюеров нашей страны? И как ты относишься к тому, что ты сейчас популярен не только среди целевой аудитории YouTube, но и у людей... Целевая аудитория YouTube? Это же дети 12-16 лет, то есть все блогеры на это ориентированы. Во-первых, это уже давно не так. YouTube — это платформа, где... Относительно недавно. 2017 год для YouTube, безусловно, будет революционным в том смысле, что сюда наконец-то пришли взрослые люди, которые стали смотреть. Я просто мог тебе показать статистику просмотра нашего канала, и ты бы увидел, что это огромное количество прекрасных взрослых людей. И отношусь я к этому, как какой-то довольно
странной, неожиданной, немного приятной, но гораздо более ответственной, накладывающей гораздо больше таких не очень привычных и не очень кайфовых мне обязательств штуки. Вот. Ну, это есть, круто, что это произошло, но очевидно, что сейчас самый сложный период. Я переживаю период, когда надо сделать так, чтобы это все не закончилось сразу же вспышкой, а чтобы это хотя бы какое-то время, во-первых, продолжилось, а во-вторых, не нанесло какой-то непоправимый удар моей психики и вообще жизни, поскольку это точно может произойти. Я примерно знаю твое отношение к российскому футболу, но я бы Какое хотел... оно? Но я думаю, то, что ты считаешь его бессмысленным, наверное. Не, ничего подобного. Я считаю, что само устройство русского футбола и русского спорта, оно довольно бессмысленное и беспощадное, но русский футбол самый близкий мне футбол и единственный футбол, на котором у меня остается время сейчас. Ну, последнее время. То есть в то время, когда все ждут Челси, Ман-Сити, как же они сыграют. Мне, в общем, гораздо интереснее там, пересчитать аргентинцев в составе «Зенита» или дождаться, посмотреть на очередной унылый матч Краснодара и подумать, блин, Сергей Галицкий. Ну, пора. Пора увольнять Игоря Шалимова. Ну, я понимаю, что сосед по коттеджному поселку. Я понимаю, что приятные разговоры про футбол. Ну, блин, ну так нельзя. Вот это мне гораздо интереснее, приятнее любых Манчестеров Сити и прочих вещей, за которыми так принято следить в лентах наших твиттеров и фейсбуков. Тогда какими 3 словами ты опишешь третий дивизион? Третий российский? дивизион? Да, ПФЛ, она какая? Боюсь, что слово «бессмысленный» снова появится. ПФЛ... Я 3 слова, да, не обязательно прилагательное, да, 3 слова, которые у меня ассоциируются с ПФЛ. Страдание, пустота и холод. 3 вещи, которые... Я понимаю то, что как бы далеко не все регионы, в которых проходит ПФЛ, холодные, вот, это как бы абсолютно странный стереотип, но просто вот мне всегда представляется то, что это пустые трибуны, это очень холодно, ну а страдания, это, в общем, очевидно и у тех, кто за этим смотрит, и тем, кто в этом участвует. Я был бы счастлив, что было не так, но, блин, все те разы, когда я попадал на ПФЛ, это было очень тяжело. Но мы работаем, чтобы это было не так. Я вижу, друзья, здесь сейчас людей вокруг камеры больше, чем на матче КамАЗа из Набережных Челнов. Здесь просто, ребят, вам при каждому взять друга на футбол, это уже аншлаг из тех, кто присутствует за камерой. Я не шучу, здесь Но мы так и работаем, в принципе. Да. Лучшая посещаемость ваша в вашей Да, у нас. зоне. Еще я люблю слово «зона». Вот это вот зона, и сразу же как будто вот 103,0 настраивает в московском диапазоне. Это то радио, на котором любят петь про на свиданку в лагеря. На свиданку пылим в лагеря. Вот. И сразу же такая атмосфера, прям все получается замечательно, хорошо. Вспомни какой-нибудь случай, связанный с игроком или с клубом из ПФЛ, который мог произойти в нашей стране. И только в нашей стране, и от которого ты до сих пор в шоке. Не, ну слушай, в премьер-лиге вещей, которые шокируют, гораздо больше, чем в ПФЛ. Ну давай из РФПЛ, если что. Только у нас. Только у нас. Блин, я сразу тебе не скажу. Ну, слушай, матчи Екатеринбургского Урала год и в прошлом и позапрошлом году. И то, какой резонанс это имело и какие последствия это имело. Это во много где может произойти. И такое происходит много где, но просто чтобы всем было настолько пофигу на это, что-то я, в общем, давно не помню. При том, что, блин, Екат тоже замечательный город, и я, конечно, хотел бы, чтобы там была команда, которая несколько иначе себя ведет с людьми, которые за ней следят. Сколько, по-твоему, зарабатывает игрок в ПФЛ? Я думаю, от 30 до 60 тысяч рублей. Это больше, чем... это меньше, чем твой заработок в сколько раз? Ну, во много раз. Ну, нынешний заработок? Да, нынешний. Нет, нынешний во много раз, но я к нынешнему отношусь как к заработку, который в любой момент может закончиться, поэтому я все-таки своим постоянным заработком имею тот, который в несколько раз больше вот этих, в 3, 4, 5 раз больше, чем зарплата футболиста ПФЛ.
Ты редактор главного спортивного медиа страны. Помнишь ли ты каких-нибудь игроков, футболистов, которые выступали за КамАЗ или начинали свою карьеру в нашем клубе? Я помню, у меня две фамилии ассоциируются с КамАЗом. Вот. Во-первых, легендарный тренер и фактически Арсен Венгер русского футбола, в том смысле, что это не только тренер, но и менеджер по фамилии Четверик, который, он же выводил, Четверик же выводил в не премьер-лигу тогда еще, а в высшую лигу российского футбола. Во-первых, он, ну а во-вторых, Руслан Нигматуллин играл за КамАЗ. И я глупо отрицать то, что конец 90-х, начало нулевых — это время, когда в России выступал, правда уже в других командах, когда в России выступал невероятно крутой воротчик, которому просто плохой выбор клуба помешал сделать, если не огромную, то, по крайней мере, заметную европейскую карьеру. Вот. И круто, что Нигматуллин начинал у вас. Как ты относишься к поддержке футбольных клубов пивными брендами? Например, у нас безалкогольный «Белый медведь». Безалкогольный, да. Круто я к этому отношусь. Я отношусь к любой поддержке частными спонсорами хорошо. И чем больше частных спонсоров, тем меньше бессмысленности в русском футболе. Разумеется, моя мечта, чтобы госденег в нашем футболе не было, зато «Белый медведь», «Золотой базан», там «Черный окунь» и «Сизый лебедь», вот, они всячески облепляли наши клубы рекламой и несли туда деньги. Вот. В общем, все те, кто говорят, что пиво это вредно и плохо, они, в общем, конечно же, лукавят. Пиво в довольно ограниченных размерах — это фактически целебный напиток, и это круто, здорово, просто надо уметь его пить, как и любой другой. Ну нет, есть напитки, которые вредны категорически, а пиво не вредно, оно полезно, если его выпивать немного и в нужное время. Я не мог не воспользоваться ситуацией и не спросить у Яндекса о тебе. Чаще всего люди хотят узнать о тебе, о твоей семье, жене и детях. Да, так. Ты можешь что-нибудь о них рассказать? Нет, потому что, я могу сказать, что у меня есть 2 детей, и, в общем, я бы это не рассказывал, но так вышло, что у меня там некоторое количество чернил на теле есть, которые рассказывают под кожей, которые рассказывают, что они у меня есть. Татуировки с именами детей. Да. Я, в общем, у меня все хорошо, но у меня есть давняя привычка не показывать и не рассказывать, и поэтому там в интернете нет ни одной фотографии моих детей. Просто потому что когда-то мне было так важно, исходя там из того, что из того, что я делал на sports.ru, вот, а сейчас просто так немножко удобнее жить, вот, чтобы в общем, на районе фоткался, не фоткался, а какое-то внимание привлекал только я, а не там еще дети или вторая половина. Итак, времени у нас мало, поэтому блиц. Давай. Все, на завтрак каша или омлет? Когда как. Если пшеная, то каша. 2 раза в неделю омлет. Лучший российский футболист прямо сейчас? Прямо сейчас? Да. Александр Кокорин, без вариантов. Кто бы сказал, что это можно было произнести вслух еще 3 месяца назад. И, кстати, Кокорин — это реально пример того, что футбол — это очень круто, в том смысле, что можно обнуляться просто постоянно. Реально в любой момент. Ты можешь быть на самом днище в конце июня, когда ты вот так или вот так, я не помню, как они изображали, делаешь. А сейчас ты просто реально король, и если это зимой какой-нибудь там Сандерленд или кто-то за Кокорина предложит кучу бабла, или даже не Сандерленд, а Эвертон, я, в общем, не то чтобы сильно буду этому удивляться. Удивлюсь, но не сильно. Сборная России на чемпионате мира 2018 выйдет из группы? С большой долей вероятности да, просто потому что команд на чемпионате мира дофига и гораздо больше слабых команд, чем на чемпионате Европы. Поэтому с большой долей вероятности да. Плюс мы одни из сеянных, и с большой вероятностью, что будет 1 сильная команда и 2 вполне проходимые. КамАЗ или Лада? Лада. АвтоВАЗ. АвтоВАЗ. Блин, дружище, ни то, ни другое. Я, конечно, восхищен тем, как КамАЗ мочит всех на Дакарах раз в год, но, насколько я понимаю, от настоящего КамАЗа там, в общем, не очень много. Скамейка в РФПЛ или основа в ПФЛ? Блин, скорее, в каком возрасте? В молодом возрасте, конечно, основа ПФЛ. Вот, но постарше все-таки есть ощущение, что опять-таки мы сказали про обнуление. Со скамейки РФПЛ можно зацепиться за шанс и выскочить, и вернуться в игру, или попасть в игру. А вот с ПФЛ
назови хоть одного футболиста, который поднимался именно из второго дивизиона. Их так мало, что они не приходят в голову. Поэтому скамеек РФПЛ до какого-то времени. Если тебя завтра позовут быть депутатом Госдумы, ты согласишься? Конечно, нет. Там очень мало платят. Я не скрываю этого. Я считаю, что за те зарплаты, которые есть у наших управленцев. Ну, правда, наши депутаты и на те 400 тысяч, что они получают, не работают, конечно. Вот. Но я считаю, что все эти деньги должны быть гораздо больше для, ну, правда, при другом уровне работы. Зарплата должна быть там, в 2 раза больше, а уровень работы должен быть в 300 раз больше. Ну и твой самый любимый вопрос. Оказавшись 1 на 1 перед Путиным, что ты ему скажешь? Я скажу, Владимир Владимирович, 60 минут для того, чтобы посидеть в кресле, и 20 минут, чтобы походить и записать перебивки. Вот у детской площадки, у вида на замечательную взлетно-посадочную полосу аэропорта и на парковке, конечно, тоже. Все, больше у вас времени не отниму. В отличие от тебя, мы решили традиции не нарушать. У нас есть традиция. Мы в конце не дарим подарок, а забираем подарок у человека. И поэтому подарок с нас, а не с тебя. И прими от нас розу футбольного клуба КамАЗ. Супер. А и так я узнал, что футбольный клуб КамАЗ появился только в 1987 году, да? Я почему-то думал... Друзья, все говорят, что, мне кажется, вам надо поработать над шрифтами еще больше, чем программе «Вдуть». Да, и вопросы есть не только к нам. Если кто-то поймет, что вот это единичка, а не семерка, ну окей, я рад. Всем спасибо, дружище. Юра, спасибо большое, что согласился пообщаться и выкрыл нам время. Это была программа «Мяч ТВ». Юра Дудь, КамАЗ ТВ. Меня зовут Витя. Пока.